В моем проекте ремонт новостройки от А до Я был выполнен очередной этап отделочных работ. Это штукатурка откосов. Вы увидите все нюансы и тонкости, а также различные способы. Всех приветствую на своем канале, с вами Павел Сидорик, и это канал о ремонте и отделке. Поехали! В этом ролике покажу 3 способа штукатурки откосов. Первый способ — это при помощи маяка для штукатурки и правила. Второй способ — при помощи алюминиевого или пластикового уголка и штукатурного маяка. Третий способ — при помощи специализированных профилей для штукатурки. А теперь обо всем по порядку. После того, как я установил подоконники, встал вопрос, каким способом делать откосы. Способы есть разные. Можно сделать пластиком, из гипсокартона, обшить деревом или фанерой. Я выбрал самый распространенный вариант – это откосы поштукатурить. Перед выполнением грязных штукатурных работ окно и подоконник обязательно нужно заклеить. Я это сделал в прошлой серии. Заклеиваю таким образом, чтобы примерно 1 см рамы с краю оставался открытым. И подоконник в том месте, где будут производиться штукатурные работы, тоже оставался открытым. Это нужно для того, чтобы можно было установить уголок и профиль. Перед штукатуркой откоса нужно разобраться с пароизоляцией, потому что очень часто бывает, когда вздутую пену заклеивают пароизоляцией. Здесь, получается, торчит бугор. Этот бугор не даст вам нормально приклеить профиль, или поставить гипсокартон, или поставить маяк, если вы будете ставить маяк непосредственно под раму. Поэтому отделочники очень часто берут нож и просто эту пароизоляцию срезают. Есть 2 варианта. Можно пароизоляцию отодрать, временно ее чем-то зафиксировать, чтобы она не отгибалась, и ножом аккуратно подрезать пену. Но смотрите, очень часто вместе с пеной подрезается и пароизоляция. Поэтому можно применить следующий прием. Пароизоляцию прижать металлической линейкой и по линейке уже резать ножом. Тогда вы точно не повредите пароизоляцию. Еще как вариант можно использовать шпатель. Шпателем прикрываете пароизоляцию и по нему режете ножом, не боясь ее повредить. После того, как подрезали пену, назад приклеивайте пароизоляцию. Теперь уже тут ничего не мешает. Боковые стены откосов из керамзитобетона. Вверху бетонные балки. В спальне есть одна боковая стена из монолита. В детской по бокам керамзитобетон, сверху монолитные балки. Вообще все эти уголки ставятся на этапе штукатурки. Но так как у меня окно менялось после штукатурки, и штукатурку мы сделали раньше, поэтому мы доштукатурили до края откоса. Если брать правило, метод при помощи штукатурка угла при помощи правила, то здесь не важно. Здесь штукатурка может доходить до самого края откоса. Так даже удобней. А вот если мы уже берем маячный уголок, вот этот, для штукатурки, то здесь уже надо, чтобы было пространство для уголка. Для алюминиевых и пластмассовых поменьше, для вот такого большого побольше. Поэтому сейчас мы подрезаем по периметру все строборезом. После пыльных работ откосы нужно загрунтовать. У меня еще остался грунт-концентрат, разбавляю его 1 к 10. Грунтовку наносим кисточкой. Еще один важный момент, который нужно учесть, это разворот откоса. Можно сделать разворот, вернее без разворота, просто 90 градусов, так многие делают, а можно сделать какой-то вот небольшой разворот.
допустим, на 15-20 мм. У меня получится с разворотом на примерно 20 мм. Вот так вот. Мне нравится, если честно, больше с разворотом. Это все дело вкуса. Если нравится делать небольшой разворот, делайте. Единственное, что если вы сделаете вот такой вот разворот, это будет некрасиво. Если небольшой, 15, 20, 25 мм, это будет нормально. Ну и в принципе неплохо смотрятся откосы 90 градусов. Первый способ, который я вам сейчас покажу, это штукатурка откоса при помощи рейки или правила и обычного штукатурного маяка. В данном случае это маяк 6 мм. Этот метод актуален в том случае, если у вас нету специализированных примыкающих профилей и внешних штукатурных уголков для мокрой штукатурки. Для этого способа желательно, чтобы рама и подоконник были полностью заклеены. Первые два способа я буду показывать на небольших отрезках, так как штукатурить все откосы буду третьим способом, который покажу чуть позже. Первое, что нужно сделать, установить маяк. Маяк можно установить на стену, либо более удобный способ это засунуть его под раму окна. Между рамой и пеной, и либо пароизоляцией. На мой взгляд, это самый простой способ установки маяка. После того, как вы засунули маяк между рамой окна и пеной, его нужно подмазать. В любом случае, штукатурить надо по раме. Даже если у вас окно стоит немножко криво, то штукатурить надо по раме, тогда ничего не будет видно. Поэтому сейчас я просто беру и подмазываю этот маяк. Использовать буду гипсовую штукатурку Витонит Профи Гипс, усиленную микроволокном. Это одна из самых лучших штукатурок, с которыми я работал. У нее есть один недостаток. В Беларуси она редко продается. Замешиваю небольшое количество. Штукатурка очень пластичная, на нее удобно будет устанавливать маяки и уголки. Консистенцию делаем такой, чтобы штукатурка держала форму. Еще мне нравится, что она реально белая. Получается, что маяк стоит по раме, и вот эта штукатурка нужна для его опоры, чтобы он не болтался. Дальше выставляем внешний угол. Внешний угол выставляется по плоскости штукатурки и по краю откоса. Ну, в зависимости, какой вы планируете разворот. Правило можно просто прикрутить, но на штукатурку проще. Сейчас здесь есть две точки опоры. Это маяк и внешний угол правила. После того, как все схватится, мы можем спокойно заштукатурить откос. Так как на окне есть створки, для того, чтобы подлезть под раму, отрезаем кусок правила и делаем острый носик. Наносим штукатурку на откос и разравниваем правилом. Так как слой штукатурки большой, излишки снимаем правилом несколько раз. На первый взгляд кажется, что откос готов, но это еще не все. Когда штукатурка начинает схватываться, мы ее подрезаем. Все то же самое, что и на стене. Если раньше времени подрезаете, то будут задиры. Дальше рейка снимается. Ее можно снять, ну, или при помощи молотка, или подковырнуть чем-то. После того, как сняли рейку, это все надо подрезать. После подрезки угол замазывается по плоскости. Когда все подрезали, сразу же достаем маяк. Штрабу от маяка замазываем по плоскости.
После того, как все подрезано, внешний угол формируется при помощи штукатурки. Такой угол нуждается в дополнительной отделке. Нужно устанавливать алюминиевый уголок или использовать углоформирующую ленту. Допустим, Stride Flex Unibit. Недостаток первого способа, что нужно формировать внешний угол, затем использовать дополнительные средства для отделки угла. Также нужно замазывать штрабу от маяка. Плюс ко всему не решен вопрос стыковки разнородных материалов, окна и штукатурки. Здесь в любом случае будет трещина, поэтому нужен дополнительно силикон или акрил. Второй способ от первого отличается тем, что вместо правила на внешний угол устанавливается металлический или пластиковый уголок. Для второго способа рама тоже должна быть полностью заклеена. Устанавливаем под раму маяк. Как и в первом способе, подмазываем маяк штукатуркой. Значит, и на внешний угол я ставлю алюминиевый уголок. На угол наносится штукатурка, затем вклеивается алюминиевый уголок. Если нужно, дополнительно подмазывается. Боковая сторона выставляется по плоскости стены. Вертикаль выставляется при помощи уровня. Если нужно что-то поправить, то потом обязательно перепроверяем все уровнем. Объективно маяк гораздо сложнее выставлять по уровню, чем правило, потому что правило имеет плоскость, вы выставляете, прикладываете к стене и уровень делаете только по одной плоскости. Здесь же нужно учитывать две плоскости, и маяк еще сам по себе такой хлипенький. Вот эти вот боковины могут торчать из штукатурки. Все это надо учитывать. Но у этого способа преимущество в том, что не надо делать дальнейшую отделку угла. Сейчас ждем, пока схватится штукатурка. После того, как застыл маяк и уголок, начинаем наносить штукатурку. В этом случае внешний угол выглядит более привлекательно. При втором способе аналогично штукатурка подрезается. Вот один из недостатков использования обычного уголка. Вылезла боковина. После подрезки в первом и во втором случае маяк достается. Штраба от маяка замазывается по плоскости. Вот как выглядит готовый откос. Недостатки второго способа. Во-первых, не совсем удобно использовать алюминиевый уголок, потому что могут торчать уши с одной и с другой стороны. Второе, надо заделывать штрабу от маяка и опять же решать вопрос с примыканием окна и штукатурки, использовать акрил или силикон. Но второй способ, он лучше, чем первый, потому что здесь уже формируется красивый угол. Третий способ – это штукатурка откосов при помощи специальных профилей. Приоконный профиль и внешний маячковый. Это самый современный способ. Производит эти профили компания ProfiGips. В Беларуси это самые лучшие профили. Если честно, других, наверное, даже и нет. Возможно, есть какие-то производители в России, но вообще среди отделочников и строителей считается, что самые лучшие профили это вот эти вот ProfiGips. Кто работает с этими системами, можете написать,
какие еще есть варианты профилей. Но вообще среди вот ребят, с которыми я работаю, они считаются самые лучшие. Есть 3 цвета: коричневый, белый и графитовый. Внешний профиль белого цвета. Его можно покрасить вместе со стенами, если нужно. Чем отличается маячковый уголок от обычного? Тем, что у него вот эта вот часть, она выступает на 6 и есть еще 9 миллиметров. Соответственно, при установке вам не будут мешать вот эти вот крылья, которые могут торчать из штукатурки. Потому что он торчит. И он сам по себе более жесткий, если сравнивать с обычным пластиковым уголком. Пластиковые уголки тоже можно ставить. В принципе, они там же и продаются в этой компании Profigips. Вы можете взять себе для установки или вот такой вот пластиковый уголок, но он просто более жидкий по сравнению с вот этим вот профилем. Этот профиль более жесткий, и плюс у него угол выступает на 6 мм. Что из себя представляет приоконный профиль? Профиль этот предназначен для того, чтобы решить проблему стыковки нестыкуемых материалов, разнородных, а именно пластикового окна и штукатурки. Потому что в углу обычно появляется трещина. Ее замазывают силиконом, она может все равно появляться. Но именно производитель решил эту проблему и упростил процесс штукатурки. Изначально я планировал использовать для своих окон графитовый профиль, так как, окна у меня графитовые, но по факту цвет не совсем соответствует. Этот цвет более светлый, мои окна более темные. Получится, что окно черное, резинка графитовая, а подкос белый, то есть градация цвета. Поэтому я решил просто использовать белые профили в цвет откоса. С одной стороны у профиля вспененная клеящаяся лента. С другой стороны защитная планка. Здесь тоже клеящаяся лента. Она нужна для того, чтобы можно было приклеить пленку на окно. Вот эта вот полочка, она предназначена, выполняет роль маяка. По ней будет ходить правило. Сейчас я этот профиль приклею на окно и продемонстрирую, как все это работает. Приклеивается профиль следующим образом. Сначала отрывается небольшая полоска от клеющейся ленты. Вот, допустим, столько. Затем профиль приставляется к окну по краю рамы. Это можно делать при помощи лазерного уровня, при помощи просто вот по краю рамы ориентироваться, при помощи обычного уровня. В общем, любым доступным способом, который позволяет вам ровно приклеить профиль. Краешек я приклеил. Ставлю ровно профиль по краю рамы. И постепенно, отрывая полосочку, приклеиваю дальше. В середине есть паз. Можно при помощи шпателя продавить через этот паз. С внешней стороны ставится угол для мокрой штукатурки, маячковый. Вот эта полочка, которая внутри, она выполняет роль маяка. И при помощи шпателя или правила стягивается откос. Если у вас профиль с сеткой, сетка, соответственно, утапливается в штукатурку. Значит, предварительно перед штукатуркой вот к этой планке защитной можно приклеить пленку. Полосочка отрывается. И здесь клейкая лента. Можно взять пленку и дополнительно обклеить окно или полностью. Что дальше? После всех выполненных работ, штукатурки, шпатлевки, покраски, вы отрываете эту планку. Она отрывается очень легко. Здесь нету никакой перфорации, здесь просто на краю мягкие полимеры. И остается резинка вместо силиконового шва. Вот как резинка выглядит вблизи. Вообще штукатуры работают двумя способами.
Оставляя резинку и убирая резинку. У резинки в основании тоже мягкие полимеры, поэтому она относительно легко отрывается. Поэтому при необходимости, ну и при желании, как вам больше нравится, резинку можно оторвать и оставить просто примыкание через пену или этот шов засиликонить. Вот как выглядит стык без резинки. Что касается стыковки в углу, то лучше всего эти маяки зарезать под 45 градусов. Сейчас я это продемонстрирую, как это делается. Для зарезки под 45 можно использовать обычно стусло и ножовку или малярный нож. Получается, кстати, неплохо. Вот эти огрызки просто убираются малярным ножом. И все довольно-таки аккуратно. А лучше, если есть, то использовать торцевую пилу. Этим инструментом вы зарежете аккуратнее и быстрее. Проверяю точное запила при помощи угольника. Все нормально. Сейчас еще покажу, как выглядит прямой рез. Все получается очень аккуратно. Все откосы в квартире будут штукатуриться при помощи профилей примыкания, то есть третьим способом. Сейчас меряю профили необходимого размера, отрезаю, запиливаю под 45 и приклеиваю к раме. Я приклеиваю профили при помощи лазерного уровня. А вообще, конечно же, точность выполнения такой работы зависит от ровности рук и насколько вы все делаете аккуратно. Первый профиль готов. Дальше клеим горизонтальный профиль. Так как он слишком длинный, лучше его клеить вдвоем. Обычным прозрачным скотчем снимаем грязь с места будущей приклейки профиля. Ориентируюсь на край рамы и на лазерный луч. Поначалу непривычно клеить, но потом я наловчился делать это быстро. Углы зарезаны под 45. Думаю, что многие напишут в комментариях, где купить такие профили. В принципе, в Беларуси, вот в Минске, такие профили продаются во многих магазинах. Обычно эти профили я покупаю в интернет-магазине постройка.бай. Если вы живете в Минске, это одно из лучших мест для покупки строительных материалов. Тут можно купить все варианты профиля с доставкой прямо в квартиру. Дальше устанавливаем внешние углы для мокрой штукатурки. С одной стороны я ориентируюсь на стену, с другой на лазерный луч. Угол готов. Затем устанавливается уголок с правой стороны. После того, как были установлены боковые углы, между ними вымеряем горизонтальный и устанавливаем его. Маяк и профиль стоит, теперь можно наносить штукатурку. Перед тем, как
штукатурить откосы, я решил подстраховаться и к вот этой бетонной балке прибить металлические пластины по аналогии, как я делал на штукатурке потолка. Можно прибить сетку. Вообще, теоретически, конечно же, штукатурка будет держаться, но для подстраховки все-таки я решил сделать эту работу. Вместо сетки просто прибиваю металлические бабочки. Во время нанесения штукатурки на откос нужно контролировать, чтобы штукатурка попадала вот в этот вот паз на профиле. Потому что если здесь будет пустота, то есть риск образования трещины. Принцип нанесения штукатурки на откос точно такой же, как и на стену. Сначала вы проводите правилом по маякам. Смотрите, чтобы ничего не мешало, никакой бугорочек не торчал. Если есть какой-то бугорочек, соответственно, его надо убрать, потому что будет правило прыгать на нем. Замешиваем штукатурку сразу на два откоса. Эту штукатурку можно наносить слоем до 50 мм. Она трещиностойкая, что актуально для откосов. За счет мелкой фракции получается высокое качество финишного покрытия. Также она легкая в нанесении. Штукатурку наношу при помощи шпателя. Обязательно нужно делать так, чтобы штукатурка попадала туда, под маяк. Провел правилом, там, где не хватает, просто добавляю. Когда вы работаете на высоте, желательно брать какую-то площадку для того, чтобы накладывать штукатурку. Ну, чтобы не нагибаться, бегать вниз-вверх. Я за раз накладываю, потом уже беру с площадки просто. Вот на такие мелочи, типа как вокруг провода, неровности, не обращайте внимания. Почему? Потому что все равно штукатурка будет подрезаться. И это все можно убрать после того, как она застынет. Откос готов. Теперь нужно подождать, пока штукатурка схватится. Это примерно 40 минут, 50. Как только она начнет твердеть, ее нужно подрезать. Заглаживать и замыливать штукатурку мы не будем, потому что все равно это все зашпатлюется. Когда штукатурка слегка шероховатая, это лучше, потому что лучше держится шпатлевка. Если она замылена, я не очень люблю, когда она замылена и заглажена. Потому что в любом случае всегда нужно ее шпатлевать. Это лишняя работа, на мой взгляд. Сверху откос штукатурится точно таким же образом. Единственное, что технически это немножко сложнее, потому что надо набрасывать наверх. И еще желательно вот эту вот пароизоляционную ленту чуть-чуть подрезать, чтобы она закрывала пену, но в то же время была большая площадь соприкосновения штукатурки с основанием. Потому что, понятно, что на этой ленте она держаться штукатурка не будет. Сейчас передаю эстафету своему ученику Никите. Он продолжит дальше.
На этом окне откосы готовы. Боковые откосы заштукатурены. Верхние лучше всего начинать штукатурить после того, как вот эти вот боковые откосы уже схватятся. Потому что если вы на свежую будете штукатурить, то получится, что вы будете портить боковой откос. Поэтому ждем, пока схватываются эти откосы, подрезаем их и после этого уже начинаем штукатурить верх. Прошло примерно 50 минут, штукатурка схватилась, теперь ее можно подрезать. То, что срезается, просто скидываем. Пока что на подоконник. Важно выбрать правильное время подрезки. Если слишком рано, то штукатурка будет задираться. Ну вот, в принципе, и все. Откос готов к дальнейшей отделке, к шпатлевке. Обязательно, желательно, конечно, вот пощищать штукатурку вот с этой полоски защитной. Ее можно отрывать сразу, а можно отрывать уже после шпатлевки, после покраски. Поэтому я хочу ее оторвать после покраски. Поэтому мы еще дополнительно потом вот эти вот все ляпы поубираем. Вот как выглядит откос. Снаружи аккуратный пластиковый уголок. Эта защитная планка, она остается. Ее как бы можно оторвать, но я ее не хочу отрывать. Почему? Потому что я еще буду шпатлевать откос, красить, и уже после покраски я ее оторву. И получится аккуратный стык резинки с покрашенным откосом. Если защитную планку отогнуть, то там будет резинка. Остальные откосы делаются по точно такому же принципу. В комментариях к прошлому ролику задавали вопрос, что это за новый миксер у тебя появился. Это аккумуляторный миксер DeWalt с аккумулятором 54 вольта. Кому интересно, ссылка на этот миксер будет в описании. Вообще я купил несколько инструментов для освоения участка с аккумуляторной базой на 54 вольта от DeWalt. Ну что, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения, до новых встреч! Know you've been a good friend.
Nothing is sticking to